Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим, как будут закрываться рынки, куда приведут движения на вечерней сессии. В Америке сейчас кипят страсти, ну а мы с вами посмотрим, куда на закрытии пойдет рубль, доллар, золото, нефть и другие активы, которые интересны. Так, ну вот хотел бы начать со статьи, которую Джим Роджерс, ну точнее корреспонденты взяли интервью у Джима Роджерс, и по мнению Джима Роджерса, это партнер Сороса по фонду Quantum, очень опытный финансист. Многие волки с Уолл-стрит ему завистью смотрят в рот. Джим считает, что текущая ситуация она приведет к мега-медвежьему рынку. Это связано с тем, что проблемы в экономике утапливаются в деньгах, которые бесконечно печатают центробанки, и в конечном счете это приведет к дикому медвежьему рынку на протяжении многих десятилетий. Я соглашусь с Джимом, но с мистером Джимом Роджерсом, но с одной оговоркой. Я считаю, что здесь может быть два выхода. Первый выход – это W-образный кризис, о котором я говорил. То есть нужно второе очень сильное дно, от которого уже мир оттолкнется и начнет постепенно восстанавливаться. Либо мы придем к так называемой L-модели восстановления, когда мир будет очень долго очухиваться от всей этой непростой ситуации. Ну вот, я на этот счет в Телеграме опубликовал, можете прочитать здесь на русском языке. То есть, по сути, печатание денег центробанками – это не решение проблем, это временное замедление сложностей. То есть, если проблема не решается, экономика не перестраивается, за напечатанные деньги потом рано или поздно придется расплачиваться и отвечать. Всецело согласен с мистером Джимом Роджерсом. Так, друзья, давайте перейдем к американскому рынку. Это SFD на фьючерс S&P 500. Что мы видим? Ну, у нас в преддверии выборов, несмотря на то, что вроде бы пока все более или менее чинно развивается, особых беспорядков пока нету. И здесь самый большой риск в этих выборах – это то, что противоположная сторона, проигравшая, она не признает победителя. Это приведет к противодействию, к разборкам. Но не думаю, что там дойдет до гражданской войны, потому что всегда гражданское общество, оно рождается из равновесия сил. Поэтому противодействие будут по-всякому обсуждать, доказывать свою правоту, но я не думаю, что это придет к каким-то стычкам и гражданской войне. На мой взгляд, это утрирование и преувеличение. Такого не будет. Вот. Что касается американского рынка S&P, то есть он не удержался на 3320, но тем не менее на текущий момент, пока он еще находится вот в этой проторговочке, пока он из нее не вышел, не пробил вот это донышко, ситуация может развернуться и вполне может сформироваться повторный задерг и попытка проторговаться, удержаться на этом значении и попытаться вырасти. Вот, конечно, то, что он спустился на 3280, это не очень хорошо, но тем не менее, то есть все равно пока ситуация, она указывает на то, что он может отскочить, и здесь еще пока не разрушена вся вот эта вот формация, которая возникла, формация на отскок. Вот, в том случае, если длительное время здесь будет торговаться или пойдет еще ниже, то тогда эта формация будет нарушена, и мы, скорее всего, увидим просадку в день или ко дню выбора президента. Это достаточно нетривиально, но тем не менее с этим ничего нельзя поделать. Вот. Я все-таки склоняюсь к мысли, что мы здесь не доработали. То есть сейчас должен быть донабор позиций и возврат, попытка удержания вот здесь вот в этом диапазоне. Так, сегодня достаточно позитивно торги прошли по немецкой фондовой площадке. DAX начал восстанавливаться, но пока еще вот из этого закутка не вышел. Вот. Если динамика текущая сохранится, то завтра мы должны попытаться пробить вот этот диапазон и сходить, попробовать закрепиться на 12250. Вот. Единственное, что смущает здесь, вот это движение, оно всем хорошо, все здесь пошло как надо. Единственное, пока объемы маловато. Поэтому здесь, в общем-то, ситуация 50 на 50 вполне может остаться вот в этом диапазоне. Пока как бы текущая формация указывает на то, что невысока вероятность, что будет пробито вот это донышко и пойдет движение вниз.
Так, далее VIX. По VIX у нас ситуация сегодня 50-50, так же как по сути и с DAX получается. То есть заперты мы вот в этой консолидации. Но здесь какой есть момент не очень хороший. То есть он перестал расти немножко, совершенно немножко, там на 1% с копейками вырос. Это говорит о том, что вроде бы волатильность успокаивается, но здесь надо четко понимать, что чем дольше он находится в этом диапазоне, чем дольше он не пробивает, не закрывает вот этот гэп и не уходит, тем больше вероятность того, что вот это движение, оно продолжится. И следующий шаг у нас это движение вот сюда, вот в район 55-57. Ну, можете представить, что если волатильность таким образом расширится, то рынки, они волей-неволей начнут сыпаться, и причем очень хорошо. Вот. Поэтому здесь все-таки с учетом текущей динамики, ну, мы посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я думаю, когда пройдут выборы, и вот эта вся напряженность, которая порождена тем, что возможна эскалация ситуации в связи с тем, что одна сторона не признает результаты выборов, вот как только эти страсти утрясутся, скорее всего, мы увидим движение ВИКСа вот куда-то сюда, в этом направлении. Вот опять же, такой сценарий не сработает, если по факту начнутся какие-то беспорядки или будет пробой значения 41-43. Вот если такое происходит, то вполне вероятно, что следующая цель движения будет 55 и стремительное снижение всех рынков. Так, друзья, далее нефть. По нефти у нас сегодня произошел чудо-отскок. Сейчас идет попытка закрепления выше 38,5. Если такое закрепление состоится, то то завтра мы, скорее всего, либо останемся в этом же диапазоне, либо пойдем тестить 39,62. Локально вот этого роста и закрепления не произойдет, если сейчас возникнет импульс движения вниз и будет пробито 37,4. Вот 37,4 здесь краеугольный камень. Если 37,4 пробивается, то развивается импульс движения, цель которого уход вот сюда под эту оранжевую линию. И потом, скорее всего, последует уже движение на 35,5 и, возможно, 33. Вот пока здесь больше вероятность того, что либо останется цена в этом диапазоне, либо завтра разовьется задерг на 39,6. Так, ну вот по часовому таймфрейму здесь пошел корректирующий откат. Главная задача этого корректирующего отката не пробить 37,4. Если таковое возникнет, то скорее всего движение вверх вот это будет сломано, и по нефти разовьется следующая волна снижения, цель которой уже будет 35,5, а возможно 33. Так, по золоту сегодня рост произошел. Соответственно, у нас для того, чтобы пошла следующая волна, нужно пробитие 1897, точнее даже 1897,5. Вот. В текущий момент сейчас назревает консолидация, возможен небольшой откат, который произойдет в том случае, если будет пробито 1888, 1887, вот этот диапазон. Вот. При этом ничего страшного не будет, главное, чтобы не пошло дальше движение вниз и не было пробития 1880. Вот пробитие 1880 с высокой степенью вероятности это движение замедлит и пойдет просадка, цель которого будет 1860. Так, далее евро-доллар. Здесь ситуация напряженная. Если сегодня-завтра мы вот из этого диапазона не выходим наверх, то вполне вероятно, что разовьется пробой 1,1630, 1,1612, и тогда уже цель движения по евро-доллару будет сначала на 1,1385 и потом уход на 1,13, вот сюда вот. Так, но на текущий момент времени, несмотря на то, что 1,1630 пробили, вот, все равно вошли вот в эту область, в которой сейчас идет удержание. Здесь у нас по сути нарисовалось двойное дно. И как только вот эта разворотная формация, которая здесь возникла, приведет к закреплению на 1,1637, отсюда, скорее всего, разовьется импульс движения, цель которого 1,1656, и потом следующий задерг 1,1685. Я предполагаю, что сегодня, скорее всего, закрытие будет где-то вот в районе 1,1634, 1,1632. Наиболее вероятный сценарий.
Вот. Но если идет пробой 1,1621, 1,1612 вот этого диапазона сегодня или завтра, то начнем мы по евро стремительно двигаться вниз. Так, далее серебро. Но по серебру ситуация достаточно здесь прозрачная. Если в результате вот этого движения консолидационного проторговки не будет пробито 23,7, 23,6, вот этот диапазончик, то соответственно в ближайшее время, ну не сегодня, завтра с утра, либо ближе к обеду, отсюда скорее всего разовьется импульс, цель которого будет 24,5, потом 24,7, 24,8. Вот сюда вот этот диапазон. Так, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Сегодня ушли выше 80, не скорректировались. Вот, поэтому высока вероятность того, что отсюда завтра, если не произойдет возврат назад под 80, то скорее всего отсюда следующее движение 82,5. Так, но у нас скорее всего закрытие, оно где-то и будет в этом диапазоне 80,56, 80,82. Вот такое поджатие, которое здесь возникает, оно указывает на то, что высока вероятность того, что мы получим пробой и дальнейшее движение наверх. Конечно, здесь ситуация с нефтью начала выравниваться, нефть растет, но надо понимать, что ситуация с выборами в Америке, она подливает масло в огонь. То есть она мешает стабилизации курса национальной валюты по отношению к доллару, и те экономические проблемы, которые были с падением экспорта, со снижением платежного баланса, они выходят на первый план. То есть здесь не надо, скажем так, полагаться на то, что вот в Америке выборы, например, да, и соответственно они вот таким образом рубль девальвирует. Нет, это всего лишь фактор срабатывания. На самом деле причины есть экономические, о которых я ранее говорил. Это связано с тем, что упали цены на энергоносители, упали объемы продаж, и все это негативно воздействует на курс рубля. Соответственно, происходят события-триггеры, которые запускают девальвационные процессы. Так, друзья, далее вопрос был по поводу нефтяных компаний российских. Ну, смотрите, вот Татнефть, давайте рассмотрим обычные акции. Что здесь хотел сказать? Ну, немножко мы не допадали до мартовского дна, 372. Ничего страшного, если сейчас по нефти будет стабилизация или мы увидим отскок и разворот, ну, движение хотя бы на 40, то вот эта картина, она станет разворотной формацией. Она уже сейчас пытается здесь развернуться и, не достигая минимального значения, первая цель движения отсюда находится на 457. В целом здесь бумага выглядит достаточно сильно, и у нее есть, скажем так, масса возможностей и целей для отскока. Ключевой уровень движения это 551. Но здесь надо четко понимать, что скорее всего цены на нефть в обозримом будущем и в далекой перспективе, они все равно будут продавливаться, будут падать в связи со сменой технологического уклада. Если будет какой-то рост цен, он будет скорее всего краткосрочный, и здесь наиболее целесообразно будет распродать, если кто-то в долгую купил. Вот. Сейчас на текущий момент времени я все-таки думаю, что покупать эти акции достаточно рискованно. Хотя, опять же, на интервале 1-2 года вполне она может сходить на 551. Проблема заключается в другом, что если она сходит на 551, сколько на тот момент будет стоить доллар в рублях? Если он будет стоить 120-130, то, наверное, такой рост акций послужит не очень сильным спасением от девальвации. Вот. Поэтому здесь надо принимать во внимание такой факт. Я бы сейчас в акции этих компаний вкладываться не стал. С моей точки зрения это достаточно рискованно. Они могут вырасти. Вот. Но с учетом того, что будет избавление от нефти и переход на другую энергетическую парадигму, я думаю, в долгий срок они тоже не будут играть существенную роль в части увеличения капитализации. Вот, конечно, то есть, когда будет выход из кризиса, будет задерг по нефти, скорее всего, возможно, мы даже увидим движение на 110, ну или на 80 по бренду. Вот. И когда вот это произойдет, то вполне может случиться отскок, в том числе и по нефтянке, в том числе по Татнефти, возможно, даже будет движение вот сюда, вот на 766.
Вот. И тогда, я думаю, целесообразно эти акции, если все-таки хочется их держать, будет распродать. Вот. Но обращаю внимание, что с этими акциями можно засесть очень надолго. Все, друзья, спасибо за внимание.